Здорово, рыбачки и рыбачки. Открытие сезона, до ночного сезона, потому что поплавочный сезон мы уже открыли. И открыли его очень удачно. Мы с батей наловили немерено красноперки. Причем такой 800 грамм, килограмм. Это кто? Это прикормка? Живец? Да. На этих желтов будем ловить крупняк. Ну. Это мы сама собираемся. Вот такая вот красноперка килограммовая у нас сегодня выводит. А, ничего не влезает? Заснял так заснял. А сейчас мы приехали на реку Даугаву в пятницу в рабочее время, недалеко от Риги. Вот, и обнаружили, я давно здесь не был по весне, и обнаружили, что весь лес вокруг лагеря, но он преимущественно ясень, здесь 70% всех деревьев ясени. И так как ясени у нас в Латвии болеют, у них болеют корни, они здесь повально засыхают и падают. Просто гигантское количество ясеневых дров вокруг лежит. То есть костерок у нас сегодня будет огонь в прямом и в переносном смысле. Ловить будем на доночке, ловить будем леща. Уже потихоньку где-то там и сям просыпается сомик. То есть ночью мы закинем еще и на сомика. Ловим с ночевкой. Будем ловить вечерком, ночью и утречком. А завтра уже назад. Вот. Обнаружили мы в нашем лагере срач. Какие-то свиньи не смогли убрать за собой мусор. Вот. Придется сделать это за них. Ну что, идем ставить лагерь. Сейчас вам покажу место. Напротив от нас на втором берегу поселок. Лагерь наш располагается на мысу. Напротив нас большущий красивый остров с внутренним озером. Остров называется Остров Смерти. В Первую мировую войну там была очень тяжелая линия обороны. Там даже стоят памятники, обелиски, какие-то там памятные надписи и даже какие-то сделаны захоронения. Справа от нас будет залив, в котором вода прогревается больше, чем в русле. Вот мы и надеемся, что в этой более прогретой воде уже проснулся и вовсю активничает лещ. А ближе к руслу мы будем закидывать ночью на сома, потому что он из русловых ям начинает уже потихоньку просыпаться, так как вода прогрелась где-то до 9-10 градусов, это мы позже померим. Начинает ночью аккуратненько выбираться на бровку сом и потихонечку пробует возобновлять свое пищеварение после зимней спячки. И есть шансы поймать хороший трофей на червяка. А ты уже все убрал? Да. Вот какое количество мусора. И там еще он не собрано. Ну что, будем шатер ставить? Да. Или попробуем так. И не надо, наверное. Пшонка с землей. Это знаешь, для чего мы делаем землю в пшонку? Чтобы мы уже точно ее не ели. Еще овес тут. Ну еще овес, да.
Зато теперь гарантия, что рыбам пойдет. На прикормку у нас пшенка с овсом. И местный грунт добавляем туда. Во-первых, для того, чтобы лучше липло. А во-вторых, здесь дно довольно темное. Светлая пшенка будет отпугивать леща. А так у нас будет темная пшенка. Ну и добавим еще вот такого траппера польского карамельного. Что ты говоришь? С овсом, чтобы коник его. Знаешь, что я подумал с этой ароматизированной прикормкой? Давай пока ее не будем. Вдруг будет отпугивать сейчас по ранней весне. Попробуем сначала эту. Можно ее отдельно сделать. Отдельно замешать? Да. Ну да, точно. Смотри, как там. Сейчас закормим все это дело. Закормим дистанцию, точку закормим. Она сама надо будет туда. Так. У нас тут пенопласт с чесноком. Пенопласт с коноплей. С анисом есть пенопласт. И есть простой белый пенопласт. Ну, попробуем с коноплей. Что он здесь себе? Ну, вот такой пенопластик. Крючки 6 номер с длинным цевьем. Тоже взят. А леску у меня 0,16. Так. Вот. На леща пойдет? Я тебе дам сейчас плетенку. Так, надо попробовать. Не слишком большой пенопласт. Крючки всплывать не будут. Так а зачем на поводок плетенка? Великоват, всплывают. Опарыш, а на второй крючок сальца вот так подденем.
Ну во. Сейчас будем шпулять. Вот какой длины было? Необыкновенный. Надо будет потяжелее кормушку поставить. Сдувает шарики. Течение очень сильное. Кормушки снесло вот оттуда вот туда одну и соответственно также вторую. Хорошо, что не стали сильно много закармливать, потому что не удержать на месте кормушку. Будем потом, может быть, побольше ставить груз. У меня стоят 60-граммовые. Веса колокольчиков не хватает для того, чтобы скомпенсировать натяжение лески от течения. Сало ничего такое, с лаврушкой. Сейчас середина апреля, если что. Пока не клюет. Вот. Но очень снесло кормушки. Я думаю, что корм в кормушках тоже размывает быстро и уходит по течению. Попробую сейчас одну донку перекинуть поближе, найти бровку. Вот. Где течение будет послабее. Одна донка будет, короче, на ближней дистанции. Сейчас уже 6 часов. Позже будем жечь костер. Ветер довольно-таки такой поддувает. Сейчас за шатром сижу и как бы тут спокойненько. Но там прям такой сифон идет хороший. Перекину на ароматизированную прикормку. Какую? На ароматизированную. На одном поводочке Уже красный? кукуруза, на втором красный. Извини. Так надо. А где подсак? Что ты не писал? А где подсак? Ты не слышишь? Ух ты, выглядит надо. Ага, есть. А где Хорошая. А, вот он. Подожди, где он? Ага, ох, какой красавчик. Вот тебе, пожалуйста, пенопластик. Подсака нет. Не надо, пацак. О, Тепло так долго. ну, а так он все сидел.
Же с пенопластом, вон. Пенопласт с беленьким, смотри. Ну, он засадил так, что Тут на что было, а? пенопласт и белый. Ну что, хороший? Бледный как. Весна, не загорел еще. Ох, красивый. Ну вот, первый в этом сезоне подлещик. Это далеко было закинуто? Нет. Одел куртку, холодновато. Сейчас вот на эту донку. Тыдынь. И все, успокоился. Там у меня стоит кукуруза и красный червь. Такой мощный пучок. Вот. А тут сало и опарыш. Поймал на опарыша. Приятный первый лещок. Ну, подлещик в этом сезоне. Еще часа 3 у нас светлого времени. Так что еще возможен вечерний клев, утренний клев. Но ночью ждем сама в гости. Вот оттуда, из глубины, из пучины. Он укололся. Укололся и не зацепился. Понимаешь? О! Ага. Ах ты, блин, нету. Ну хорошо клевал. Ничего. Ох ты. Вторая клюет. Жор пошел. Так, это похоже, наверное. Или пираньи подошли. Что-то есть. А, вот пробка. Пробка. Так. Клев продолжается. Не удалось вытащить ни на одну, ни вторую. Клевали обе. Так активно. Активно клевали, да. Буду подсекать теперь так, чтобы колокольчик сам слетал. Не буду его снимать. Буду делать, чтобы он сдергивался. Нету? Что-то тяжеленькое. Ну такое. Что-то. Тут что-то есть. Ага. Густера. Даугавская густера. Ну-ка, покажи размерчик. Это видно. Настоящая рыбина густерина. Да. Жирненькая. На белого, да? Ну. Отлично. А, и красный был. Ага. Ты видел, что она творила? Как она клевала? Не подсек. Да? Не. Блин. Ну, брала как сумасшедшая. Ну что, 4 поклевки. 2 рыбы. За 1,5 часа. Не то чтобы сильно активно, но радует, что рыба есть. И течение очень сильное дали. Сейчас вот донки совсем сносят на 45 градусов от того места, куда закинули. Не знаю, может это, конечно, и повлияет на клев.
Ставь. Видел? Густера долбила. Видел? Да-да. Не отстает она, да? Да, там. Твоих червей поставил с огорода. Вот как течение усилилось, так и поклевки прекратились. Очень сильно сносят гусера иногда. Вот сейчас одну донку, которая вторая с конца перекинул поближе, совсем метров 20 от берега. Вот она сейчас клевала. Не успел камеру включить. Тидинь, тидинь. Ну, густерка. Ждем дальше. Сейчас чайка заварим. Поужинаем. Скоро начнет темнеть, зажжем костер. И будем ждать сомика. Ну и встречать утреннего леща. Еще бы ветерок стих немножко, вообще была бы сказка. Ну, для открытия и так нормально. Уже 4 поклевки, 2 рыбины. Могло быть вообще голый вассер. А так, можно даже уху утром сварить. Подожди, не, я так, с подсечкой. По-моему, опустила, не? Да, ну, подсекаем. Нет. Надо было подписать, да. Ну да. А, подожди, через твою, что ли? Не, да, через твою. Тут совсем недалеко было? Да. А ты в кружке будешь заваривать? А я кофе. Так, а тебе как? Кружка есть? Да, в термос там плюхни, там еще эти пакетики, нормально будет. Нет, так есть эти. Чай. Ну, пакетики. А, ну кинь один пакетик, и это вылей, будет нормально. Где он тут? О, А, ну отлично. по одному. Есть? Ну так мотало, что ой-ой-ой. Нет, нет. Ну клевало просто страх как.
закинули 2 доночки на сама в сторону русла на пучок, на большой пучок червей. Уже на камере так не видно, но солнце зашло уже. Что там у тебя? А, какая густерина. О, вот это густерина. Вот это я понимаю размер. Вот это размер, да? Вот это настоящий. Толстый. Ну, сколько? 500 граммов? Да. Густеринище. Красота. Видишь, я говорю, в сумерках густера еще может хватануть. И как клевало, не так дербанило, да, а так Мощно. просто мощно, но не как эти дергали, а так Ну, потяжкой, да? темновато было после... Толком не видно. Ну, мощно. Ну во. Отлично. Вон дует как. Может быть, утром будет. Буду до утра сидеть. Батя пошел в машину спать. А буквально еще неделю назад с батей ездили на Красноперку 4 раза. Просто вот заброс, Красноперка, заброс. Первый раз поехали, натаскали втроем, там буквально за 2 часа, я не знаю, килограмм, наверное, 25. Рыбы от 700 до 800 килограммовые попадались, взвешивали. В Красноперке на кукурузу. И есть у нас шорты. В шортах там мы выкладываем те рыбалки, которые не снимаем. Выкладываем. Те рыбалки, которые не выходят на основные видосы, 100% попадают в шорты такими кусками. И там видно, сколько мы наловили этой красноперки. Батя уже и засолил, и морозилки забил, и закоптил. Сушить будем. Вот, а сейчас вот выехали на леща, и всего один лещ, 2 густеры. Одна, правда, такая грамм 600, наверное, 500. Ветвилова. Сом не клюет. Ну что, посмотрим, что будет утром. Утро покажет. Ветер восточный, температура плюс 13 градусов. Температура воды 9 градусов, то есть потенциально сом активный. Лещу было бы хорошо каких-нибудь, может быть, плюс 10. То, что плюс 12 он уже не листится, и плюс 10 это самый такой у него жор начинается. Но, тем не менее, для открытия вот именно доночного сезона, и там не поплавочки, красноперки, плотвы, а именно дона на большой реке, в принципе, уже для вечера результат хороший. Вот. Посмотрим, что будет утром.
Вот что значит блогерство. Такая была поклевка. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Но надо же включить камеру. Даже пока камеру включал, еще долбило. Включил, подошел, все, успокоилось. Поймать рыбу сложно, а поймать рыбу на видео еще сложнее. А записать момент поклевки — это самый большой прикол в этом деле. Это круче, чем поймать рыбу. Это гораздо сложнее, поэтому и прикольнее. Ставим палец. Надеемся. О, слышали? Прозвенел. Может быть, все-таки не зря. Дзынь-дзынь. Если бы такой ветер был, как сейчас, я бы лучше ночью у костра бы сидел. Спиной бы кресло поставил, спина бы хоть грелась. Ну, он тоже был вроде как такой момент. Ну, дул, хорошенько дул. Ну, да. Я один крючок еще подцепил. Ну вот, 5 минут 9. По-честному отсижена вся ночь. Вот. Утро отсижено, донки перекидывали. Все как надо. Даже не шевелят. Вот такая вот коварная весна. А бывает в этом месте, что один за другим. Еще пока кормушка падает, уже хватает. Ну ничего, продышались, проветрились хорошо. Вот наш улов сегодняшний. Один лещик и 2 густерки. Вот эта густерка такая солидная, хорошенькая, толстенькая.
Вот какая. Не клевала, но на жареху поймали. Очень поднялась вода. Даже вот нашу тропинку лесную затопила. Чувствую, что-то там Все-таки сама взял. первого сама в жизни. Ты какой малюсенький. Не на заглот? На налима больше похож, Да. да? Ты какой? Не на заглот, за губу. Ну, налим до конца толстый. Да. Чувствую, что-то такое уже есть. Ну во. Вот так. Сама все-таки взяли. Я первый. Налимчик. Да? Я смотрю, расцветка такая, налим. Так и я смотрю, что расцветка не самовья. Налим. Красавец Ёлки-зелёные. какой. Налимчик это оказывается. А я думаю, где у него усы странный Ну. какой-то. И морда острая. У сама же Ну. она квадрат. Да. Зато я говорю, налим я морда. Вот это да. Налимчик. Ну отпускай. Да. Красавец. Вы подожди, пускай еще может. Ага, давай. Есть? Что-то есть. Вроде да. Меня густерина берет. Густерина. О, как! О, хорошая. Ну, Ну-ка, Так. закиш. Ну да. Отличная густеринка. вот так. Густеру ловлю, налима ловлю. Задубело, конечно, сегодня ночью. Просто трясло меня. Хотя вот в зимних штанах, в лыжных, в креслоне сидел. Но просто промерз до косточек. У костра не согреться. Ветер выдувает все. Вроде как сядешь ближе, начинает бок гореть, второй бок мерзнет. Такая ночка была тяжелая. Ну вот, сом не клюнул, у бати налимчик клюнул маленький. Ну вот сейчас еще густерку поймали. Посидим еще немножко и, в принципе, начнем собираться. Такая вот была рыбалочка. Не сказать, что легкая. Много перекидывали. Много на что пробовали. И на кукурузу, и на червя, и на белого, и на красного, и на пенопласт. Разве что на макароны не пробовали. Но не нравится лещу. То и дело появляются горбы на поверхности. Лещ выравнивает давление. Брать не хочет. Но это ранняя весна. Колотун. Может, через недельку будет. Но кто его знает. Дров было заготовлено много, но выгорели все. Подчистую. Последние остались, догорают. Лагерь в чистоте. Последние шмотки остались, сейчас унесем. Ну вот, как-то так нужно оставлять рыбацкое место за собой. И потом другим рыбакам будет приятно ловить. Кто смотрел этот видос, всем пока.